читаю книжку Оруэлла и обязательно потом вам расскажу свое мнение о ней. Привет, друзья! Привет, друзья! Я почти каждое свое видео начинаю с этой фразы «Привет, друзья!». И только сейчас, спустя наверное, 2,5 года, мне пришла в голову идея поговорить с вами о дружбе и о тех словах и фразах, которые мы используем, когда говорим про друзей, про дружбу. И это, скорее всего, будет видео для новичков, для тех, кто недавно изучает русский язык. Но, возможно, и те, кто уже давно изучают русский язык, тоже найдут какие-то полезные слова здесь. И вначале я бы хотел сделать объявление, друзья, короткое. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я выкладываю почти каждый день короткие видео с реальными русскими фразами, со сленгом, с какими-то идиомами, то есть с тем русским языком, с теми фразами, которые мы используем каждый день. Дружба. Дружба. Дружба вообще очень важное понятие для России, для русской культуры. Потому что не каждого человека можно назвать другом. Но давайте сначала поговорим про то, какая бывает дружба. Дружба бывает крепкой. Это очень популярное слово. Крепкая. Крепкая дружба. У нас с Васей очень крепкая дружба. Да. Дружба — это существительное, а глагол «дружить». Как долго ты дружишь с Васей? Я дружу с Васей уже 10 лет. Уже 10 лет я с ним дружу. Мы с Васей дружим уже 10 лет. Какие есть варианты? Если мы говорим про мужчину, то мы говорим друг. Друг. Если про девушку, то подруга. Но есть более неформальные обращения. Например, дружище. Да? Привет, дружище. Здорово, дружище. Это более неформальный вариант. И есть еще более неформальный друже. Это уже сленг. Привет, друже. Ну что, друже, как дела? Если мы говорим про девушку, то мы говорим подруга. Она моя подруга. Или подружка. Это моя подружка. Но иногда, если парень говорит подружка, он подразумевает девушка. Да? То есть это означает, что могут быть отношения. Маша моя подруга. Мы друзья. Маша моя подружка. Это может означать, что у нас отношения, а может не означать. Да? Она моя подружка. Или кто-то может спросить: «Эй, Вася, это что, твоя новая подружка?» Да? Это что, твоя новая девушка? То есть подружка иногда может означать девушка. Есть еще два слова. Есть друг, есть приятель и есть знакомый. Если вы только что познакомились с человеком, то, вероятно, он еще не ваш друг. Он просто знакомый. Знакомый — это тот человек, с которым вы здороваетесь. Да? Вы его знаете. Он ваш знакомый. Вы познакомились, да, когда-то. Поэтому он не друг. Он просто знакомый. Ты знаешь его, он знает тебя. Например, мой сосед. Да, мой сосед, он не друг, он не мой друг, но он мой знакомый. Я его знаю, я могу спросить у него, как дела, поговорить о погоде, о птичках, но я не могу назвать его другом. Есть еще один вариант, это приятель. И приятель — это что-то между, что-то посередине, да, между другом и знакомым. Приятель. То есть
Это человек, которого ты знаешь, но он еще не твой друг. Может быть, вы иногда ходите в кафе, иногда вы общаетесь. Хороший пример – это коллега. Коллега по работе. Вы работаете вместе, вы не друзья, но вы приятели. Но на самом деле мы редко используем слово «приятель». Обычно мы говорим коллега, друг, знакомый. Но приятель тоже можно использовать. У меня очень много знакомых. У меня много приятелей, но у меня всего 3 друга. Это нормальная ситуация. Друзей, настоящих друзей, обычно немного. Если у тебя больше, чем 10 человек, которых ты можешь назвать друзьями, то они не друзья. Друзей обычно меньше 10. Это я так думаю. Я думаю, что даже меньше 5 человек. Остальные, наверное, это уже не друзья. Это уже приятели или знакомые. Друг может быть близким, близким. Близкий друг. Это, конечно, не физически близкий, но это человек, с которым вы почти как родственники, почти как братья или сестры. Это близкий друг, очень хороший друг. Бывает лучший друг. Да? Маша мой лучший друг. Да? Можно сказать, Маша мой друг, Маша моя подруга. В разговорном варианте можно сказать и так, и так. Да? Маша моя лучшая подруга. Вася мой лучший друг. Есть еще друг детства. У меня есть один друг детства, его зовут Митя. Мы познакомились, когда мы были еще в детском саду. Мы были вот такими маленькими. И мы познакомились. И Митя мой друг детства. Мы с детства знакомы. Мы дружим с детства. Еще есть друг семьи. Друг семьи. Это какой-то человек, который друг не только тебе, но и твоей жене, может быть, твоим детям и так далее. То есть это общий друг, друг семьи. Есть хорошая фраза «найти общий язык». Она тоже относится к дружбе. Иногда ты знакомишься с человеком, ты пытаешься с ним поговорить, но разговор идет как бы из-под палки. Тоже хорошее выражение. Разговор идет из-под палки. Тяжело, трудно, да? Очень трудно разговаривать. А бывает, что пам! И вы сразу нашли общий язык. Да? Это не значит, что вы разговариваете на русском. Это значит, что вы близкие. Да? Вам есть о чем поговорить. Или это означает, что у вас много общего. Если у меня много общего с кем-то, то это значит, что у меня с этим человеком есть общие интересы. Общие интересы. Ну и давайте еще несколько прилагательных, которые относятся к дружбе. Первое – это дружелюбный. Дружелюбный человек. Дружелюбный означает доброжелательный, то есть желает добро. Это означает человек, который хорошо относится к другим людям. Да? Например, я иду в магазин, чтобы купить молоко. Я покупаю молоко, и продавщица очень дружелюбная. Она говорит: вот молоко, пожалуйста, держите, с вас 50 рублей. Угу. Вот ваша сдача, пожалуйста, всего доброго, хорошего дня. Это дружелюбный человек. Он как друг, да? Он очень хорошо к тебе относится. Есть два слова: дружный и дружеский. Дружный, дружеский. Они похожи, но они разные. Дружный относится к людям. Люди могут быть дружные. Например, мы с братом очень дружные.
Мы с ним дружные, мы как друзья. Или у меня на работе очень дружный коллектив. Да, опять люди, мои коллеги, мой коллектив. Мы дружные. То есть мы как друзья. Да, это хорошо. И слово «дружеский» имеет отношение не к людям, не к взаимоотношениям, а к вещам, ну или каким-то концепциям. Например, может быть дружеский разговор. Да, дружеский разговор. То есть разговор, даже если ты говоришь не с другом, например, ты сидишь в метро, и ты говоришь с человеком, и у вас может быть дружеский разговор. Потому что вы нашли общий язык, и вам хорошо разговаривать друг с другом, вам приятно разговаривать друг с другом. Или могут быть дружеские отношения. Это значит не любовные отношения, да, просто дружеские отношения. У меня с Машей дружеские отношения, да. Мы друзья, наши отношения дружеские. Ну и последнее слово это дружественный. Дружественный. Это слово обычно используется где-то в политике. Например, мы часто можем услышать дружественные страны. Например, СССР и Чехословакия были дружественными странами. Да? Они дружили. Это страны, которые дружат. Это дружественные страны. А еще у нас есть пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И это вот показывает всю философию отношения к друзьям, что друзья важнее денег. Да? Лучше иметь 100 друзей, чем 100 рублей. То есть люди важнее денег. А что вы думаете, друзья? Лучше иметь много денег или много друзей? Напишите мне в комментариях, подписывайтесь на Инстаграм, учите русский и удачи вам! А я буду читать Оруэлла. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Интересно.